Будем снимать вот эту задроту твою? Это новый демокар Loud Sound. Тигран, короче, что не тролль. Это нормально. Тигран закусила его, что он собирает кучу тачек, но таких клиентских. А Артем, он тринашку сделал, Хаммер. Он говорит, я тоже демокар соберу. И собрали за сколько? За 20 минут? Нет, за час. За час. Короче, у нас будет скоро обзор на этот трэш-проект. И мы будем, знаете, с чем его? Батл устроим. Давай. С семеркой. Они да, замерим, кто громче. Кто громче. Короче, вот эта машина в идеальнейшем состоянии. Ты ее за сколько купил? За 20 тысяч? За 25. Ага, извини, обидел. Ладно, давай меня снимай, короче. Вот так. Поверни на меня, покажи, что там снимается. Всем привет, это канал Loud Sound. Я бы сказал, что у нас обычный обзор, но автомобиль у нас приехал из Шушинская, да, правильно называется? Это недалеко от Красноярска, недалеко от Новосибирска, всего 1000 километров от Новосибирска. У них там на севере, это Сибирь даже, да, считается? 1000 это вообще пешком пройтись считается, то есть недалеко. До нас машина пропилила 4600 километров. И сейчас ей пилить столько же обратно, и владелец сидит терпеливо ждет, пока я запишу этот обзор, я ему привет передаю. Это реально подвиг. У нас самая дальняя была с Мурманска, да, 3500. Это самый дальний, да, сейчас? А? 3600. Ой, извини, 100 километров. С Мурманска стоит машина. С Мурманска еще одна? Короче, это самая дальняя, да, тачка, которая к нам приезжала? Рекорд официально зафиксирован, 4600 километров. Приехали делать в Loud Sound. Сделали трехполоску, спаренные все компоненты, кроме среднечастотника, он один, и 2 сабвуфера. Магнитола у нас стоит процессорная, 3 усилка, все в принципе просто, и обзор был бы обычным. Не пропили эта машина столько. И прайда у нас давненько не было, но он у нас появился, и скоро будет обзор именно по железкам. Сейчас планируем его, кто пишет, там вот прайд к вам вернулся, обзор не снимаете. Скоро снимем, прайд у нас есть, заказывайте. Железки у них сейчас еще лучше, и по гарантии, там, которые все были моменты, не то, что даже они уладили, а проапгрейдили сейчас на достаточно все серьезном уровне. Машина у нас, слышь, а как она называется? Виш? Мечта, желание. У нас типа прессаж такой был, да? Таких у нас не было аналогов. Большая, удобная, японская, куча опций, руль справа, все как надо. И побитая в хлам морда. Человек пока доехал до нас, ему от пескостроила капот. Идем покажем. Это жесть. У нас может сегодня немножко шумно, потому что на фоне дороги снимаем. Зато у меня супер кардиоидный микрофон. По идее слышно не должно быть. Итак, автомобиль выглядит вот так. Его реально, это не краска, ничего, да, это побило капот. И бампер тоже поразбит. Машина такая в боевом состоянии до нас доехала, сбила несколько животных. Да, птицу и кошку, да? Все, сейчас защитники леса придут, защитники животных. Защитники бамперов придут, пусть лучше. Что, все, фары бы полирнуть, да? Но на японцах не надо полировать. А сколько мотор прошел? Меня затроллили в обзоре такси, я сказал, что Peugeot прошло 300 тысяч, как удивительно, так даже японцы не ходят. Какая-то девочка мне написала, пойду продам почку и куплю себе француза, а то мой японец всего 850 прошел. Я в это не верю. Это девочки, наверное, продали с пробегом 840, да? И сказали, это родной пробег. На японцах, походу, прикол такой вперед мотать. Но здесь всего 150. А год какой у машины? Да я верю, я просто владелец BMW, я завидую по таким пробегам. У меня там на 90 пришлось капиталку делать. Ну, исключительно по вине масла. А так моторы на BMW отличные. Ни один человек никогда не жаловался на моторы BMW. Да? Только из-за масла. Или сбили кошку, если. Японский автопром. Я вот эту штуку сейчас, мне кажется, отломаю. Нет, я сам. А было бы прикольно, если бы я эту штуку отломал, да? Вот те японские технологии. Не будем, да, шутить про 16 вольт. Говорят, это 16 клапанов, вы не разбираетесь. Какие клапана? Видите, написано вольт. Вольтаж. Ну говори, что ты тут? Да я откуда знаю, не разбираюсь. Турбины нет. Новый почти, 150 тысяч прошел. Короче, у нас здесь уже начинается бомбежка у людей сейчас начнется. Здесь стоит 2 300-х хакера. И сейчас одни начнут бомбить, почему так много поставили, а у других начнут бомбить, что это те самые хавкеры с тринашки. Настоящие, тринашечные хавкеры. Ну так получилось, не было обычных, поставили вот по сходной цене человеку 2 таких. Запас отличный получился. Змея, термоусадка, фильтр опять пробитый.
Да. тролли, налетайте. Специально пробили для тех, кто говорил, что нельзя так делать. А почему они говорят, что так нельзя делать? Я Что не знаю. плохого? Типа потом выкрутишь фильтр, и там дырки будут. Ну будешь продавать машину, да, и там дырки, ты скажешь. Серьезно. А ты будешь продавать и говорить, у меня тут не бита, не крашено, и у Тиграна И музыку не... голубей И снимал. Тигран музыку не ставил. Тогда не надо показывать, что у меня в BMW наделали, да? У меня там не то, что фильтр пробит, а там как этого кондиционера или печки, заборник, да? Да. Они в сервисе, когда увидели там 6 дырок, 6 же? 4? А, 4 дырки. У них шок случился. Покупайте пластмасску и нету дырок. А если верить людям, кто на японцах ездит, там двигатель контрактный стоит 1200, карданы там по 350 рублей, да? Задний мост 800. Я думаю, такая крышка будет стоить рублей 12 с половиной. Руля нет, зато сидеть удобно. Смотри, как можно вот так вот сесть и вещать. Так, в салоне у нас есть наклейки. Ты что, дал 2 наклейки только? Надо дать больше, там в Красноярском крае человек приедет, не поверят. Бюджеты у нас инсталляции 165, 160 плюс, короче. Тигран сделал 160 плюс, но только не в децибелах, а в рублях. У нас накладной подиум стоит, и дальше идут спарки. Спарка пищалок, спарка мидбасов и один средний частотник. Жарко. Тигран, как истинный армянин, повесил, покажи, кондиционер, но он его не включает. Включите кондиционер. Нет, я сказал, он вредный. Ну, откройте хотя бы окна. Сейчас окна откроем, все подумают, что у нас денег на бензин нет, чтобы кондиционер включить. А, так это еще из гаража твой старый? Да. Ну, конечно. Стоит СВАТ SP Pro 4N. Вы их уже видели в обзоре УАЗа. Не УАЗа, ГАЗа 67-го. У нас недавно был, да, безумный проект. Очень хорошие твиттеры в плане того, что они очень маленькие, очень громкие и, как оказалось, живучие. То есть я в УАЗике грубанул, ну, думаю, спалит, сказал ему, приедешь, поменяем мембрану, там она 500 рублей стоит, или сколько она стоит? Ну, дешево, короче. Не сгорели пока до сих пор они в ГАЗе, так что, в принципе, краш-тест, можно сказать, прошли. Там я чуть грубанул, потому что там нужно. Там вся аудиосистема играет на улицу, и твиттеров всего у нас, по-моему, 2 пары, да, впереди и сзади по одной. А перекрикивать им надо достаточно не тихие динамики. Это СВАТ у нас тоже, я не вспомню. СВАТ, ну называйте просто Pro, там, этот GR84 Pro тоже, что, по-моему, я правильно, да, походу сказал. Ну можно же сделать проще, да? Вот я один динамик за свою жизнь привез, назвал его F13. Ну, почему так не делают? Ну, почти так сделали в LG Audio. В LG Audio 165N. Все предельно понятно. Это 16,5 сантиметров динамик. N обозначает неодим. Очень громкий неодимовый динамик. Очередной клон 6ND410. Ну, я бы сказал даже F13, да, польстю себе. После F13 уже у нас были от Pride, от Momo, от MD Lab, от Kicks. От кого еще я пропустил? Много от кого. Один из самых удачных динамиков в плане средней частоты. У него весьма узкая полоса, но вот именно на своих частотах, порядка там 1, 2, 3, 4 килогерца, он разрывает просто уши, убивает. Ну, даже ниже там играет, в принципе, и 800. Опускать их ниже 500 смысла нет, но когда их много, можно надругаться над ними. Вот в тренажке, например, мы и 160 Гц опускали, слушали. Они в 12-ровом. Во втором исполнении в 12 штук играют очень даже неплохо, даже на низах. Когда у нас одна серединка, понятно, что здесь мы ее порезали очень узко, но она отлично подперта снизу 2 очень крутыми мидбасами, они меня очень удивили сегодня. Я запомнил. Урал АС-ПТ 200 Патриот. АС-ПТ 200 Патриот. Ты видишь, у меня память феноменальная. Стучат так, что аж зубы вываливаются. Ну реально очень громко. Они сейчас порезаны от 80, и в них влито очень даже не кисло. 4-канальник от СВАТа, который греется сейчас как печка, реально. Ну будут, я думаю, косяки в жару, будет уходить в защиту, скорее всего. Ну я по своей практике смотрю, я всегда слушаю, пока в защиту не уйдет летом. А летом в защиту всегда уходят усилки, особенно если они спрятаны под полом. Отдает сумасшедшую мощность. Сейчас вот эти 2 пары подключены на этот 4-канальник мостами, и на каждом мосту гейн выставлен в половину. Запас есть огромный. Подрезаны они у нас снизу на 80, как я уже сказал, сверху на слух порядка герц 200. То есть полоса очень узкая,
отстегивают реально аж в мозг. Мы сейчас вот запускали, когда закрываешь двери, прям сабвуфера не хочется, стучат от души. Усилки в багажнике, у нас их расположилось 3 штуки, все под фальшполом. Все усилители у нас в компании SWAT, 2 одинаковых 4-канальника 42-х и один 15-й моноблок, достаточно мощный. С прайдов он с этих дурь вытряхивает. Играют они достаточно неплохо. Короб с широкой полосой, не с большим горбом там где-то. Можно вытянуть с них давление. Ну, настроили все так на повседневочку. Аккумулятор установлен криво, я Тиграна затроллил. А он попросил не троллить это в обзоре. Я в обзоре тоже буду троллить. Но его реально некуда поставить. Мы сейчас посмотрели. Он прямо не становится. В багажнике места под него нигде нет, чтобы не делать там какие-то кардинальные переделки. В полу тоже места не осталось. То есть вот он становится за спинками задних сидений второго ряда, но наискось. И вот Тигран так сделал. Его все равно там не видно, в принципе. А Тигран любит то, что не видно. Приколхозить маленько, да? Будут троллить, Тигран, тебя за это Да, так? конечно. По-любому. А вот от третьего ряда сидений владелец осознанно отказался. Я считаю, это грамотное решение. Я бы это сделал тоже. Вот такая вот аудиосистема получилась. В меру громкая, очень качественная, очень простая. В принципе, я считаю, что и бюджет приемлемый. Мы не показали только магнитолу. Мы сейчас включим музыку и перед этим я вам покажу магнитолу и ее настройки. По аудиосистеме мне очень понравилось, как звучит сегодня. Я реально кайфанул от мидбаса, он такой напорист. Мне вот про Урал не соврали. Ребята говорят, отслушали Урал, я их не слушал еще. Не соврали, говорят, рекомендуем. Вот поставили, не пожалуй. Как он называется? SP200 Патриот. Магнитола 580 Пионер на данный момент. Один из моих любимых, потому что можно очень дешево взять процессорную магнитолу. Аналоги, я уже 1000 раз говорил, это Alpine 92, его же версия с диском 5900. Ну вот это вот самый оптимальный сейчас варианты по цене и по качеству. Настройки покажу вкратце. Пищалки порезаны максимальным порядком на 8 кГц. Сабвуфер на 50, на 63 не стал резать, подгуживает. Ну, можно будет потом подняться на некоторых жанрах. Низу мидбас порезан на 80, как я говорил, середина сверху порезана на 8 кГц. Вот, собственно, настройки кроссовера. Также были выведены временные задержки. Не сильно, ну, подведена сцена на центр, особо ничего не докручивал. Не очень просто с одной стороны выставить правильную сцену, с другой стороны особо заморочек с вот такой компоновкой нет. Чуть подвинул, и оно в принципе уже посередине все. Ну, локализация есть, конечно же, с динамиков, они достаточно громкие, и образы не очень четко разделяются, зато у нас здесь достаточно громкий звук и именно посередине, не как в случае с отсутствием временных задержек, тупо справа вот орет, ну или слева, если вы слева сидите, с ближайшей к вам двери. А подписчики не обидятся, что я их еще и троллю Европой? Песня Европа называется. Нет, Европа это группа называется. Спасибо. А песня называется «Последний отчет», финальный отчет. А ты попал в обзор все-таки, хотел попасть. Последний отчет, потому что вот уже, знаете, на какой стадии сейчас Европа? Уже музычку делаю, уже сам видеоряд почти готов. Еще пару дней увидите этот шикарный фильм. Ну, только для фанатов, даже для подписчиков, для наших истинных ценителей, потому что 2 часа просто люди смотреть точно не станут. Поэтому только для вас стараюсь. Знаю, что просмотров будет немного. Чистенько и плотно так, мидбас прям плотно-плотно пиздит прям в душу. Ну вы понимаете, на камеру не передать, но хотя бы примерное ощущение может быть будут.
Короче, я вас обманул. Европа уже на канале вот в данный момент сейчас прям выкладывается. Будете смотрите скорее. Всем покажу видео. Под звук паровоза будем снимать, да? А мне кажется, так даже лучше, да, такой будет фон. Я даже музыку накладывать не буду. Или наложу что-нибудь типа «Голубой вагон бежит, качается». Нормальная песня? Кузя! Армянскую включил? А он все равно микрофон не слышит. Тем более армянскую. Это же микрофон Sennheiser. У него, смотри, видишь, вот эта вот штучка. Вот это. Короче, их меняешь разные. Одна дорогу не слышит, другая армянскую музыку. Опять под звук поезда. Опять сейчас голубой вагон бежит, качается, наложу, понял? На море не кайф? А ты не был еще на море? В сентябре поеду. Я, походу, никогда не поеду. Я Европу доделываю. Я Европу делаю 3 суток уже с перерывом на сон, прикинь. В смысле, 3 месяца ты имел? Нет, трое последних суток я делаю Европу без других видео. Я отложено еще там 5 видео я отложил. И я херачу Европу. Просто я увидел финишную прямую и уже думаю, добью. В один день так думал, во второй сейчас еще смотрю дней 2-3 точно остается. А ты сверху вниз снимаешь. Братуха, ты меня смущаешь, честно. Я просто стеснительный. Ты стоять смотреть будешь, что ли? Последний отчет, финальный отчет. А ты попал в обзор все-таки, хотел попасть. Ну я в Таиланд с Ростова взлетал. А, ну это ж, да, нищеброд. Ну я ебал этот самолет, слышишь? Мы 13 часов летели с дозаправкой в Пакистане. А в Пакистане никого не выпускали из самолета, а заводиться же нельзя. И там такая жара началась. Стояли 3 часа в Пакистане. Там эти не ходили? Ходили. Да, ты что? Там везде собаки, я спрашивал. Ладно, давай дальше. В смысле, ну просто интересно же было. А то опять сейчас скажут, курите.